После самоуничтожения мастера Юаня Ао космос превратился в хаос. Ударная волна, во много раз превосходящая взрыв сверхновой, уничтожала все на своем пути, а мастера Вселенной едва удерживали защиту, пытаясь спасти фрагменты диаграммы вытягивания следов. Пространство вокруг рассыпалось на частицы, истинные сокровища сталкивались друг с другом, а сами осколки диаграммы разлетались во все стороны. Именно тогда началась безумная битва за каждый уцелевший фрагмент. Ло Фэн вместе с мастером Ледяной горы почти добрался до двух крупнейших осколков. Их объединенная сила уже подавляла остальных противников. Золотое царство Ло Фэна усиливало владение мастера Ледяной горы, превращая окружающее пространство в ледяной золотой мир, через который почти никто не мог прорваться. Казалось, эти фрагменты уже окажутся в руках человечества. Но в этот момент демоны раскрыли свой настоящий козырь. Небо вспыхнуло разноцветными потоками света. Домен предка мечты. Сразу после этого пространство пронзили 81 черная лоза, лоза демонического острова. Давление двух высших истинных сокровищ мгновенно разрушило преимущество людей. Ло Фэн сразу понял страшную правду. Демоны с самого начала притворялись слабее, заманивая остальных в ловушку. Даже он не мог противостоять сразу двум таким сокровищам. Стиснув зубы, Ло Фэн был вынужден отступить. Мастер Небесного Волка насмешливо наблюдал за этим, а затем спокойно забрал огромные фрагменты диаграммы вытягивания следов прямо у них из-под носа. Для Ло Фэна это стало редким моментом настоящего поражения. Но битва на этом не закончилась. Почти 20 мастеров Вселенной продолжили охоту за оставшимися осколками. Космос окончательно превратился в поле войны. Домены сталкивались друг с другом, хаотические потоки разрывали пространство, а истинные сокровища вспыхивали, словно звезды. Ло Фэн несколько раз использовал свою сильнейшую технику — «Я Вселенная». Однако даже этого оказалось недостаточно, чтобы получить много фрагментов. В итоге он сумел добыть лишь 2 осколка. Зато благодаря его Золотому царству мастер Ледяной горы смог захватить еще больше. Вместе человеческая раса получила 7 частей диаграммы, один из лучших результатов среди всех сил. Особенно мастеров Вселенной потрясла сила Ло Фэна. Его золотой свет не только подавлял пространство, но и позволял контролировать время и движение противников. Многие начали понимать, что его крылья уже сравнимы с настоящими сокровищами типа домена. Теперь на Ло Фэна смотрели совсем иначе. Тем временем создатель Черной Вселенной спокойно забрал загадочный божественный лес, истинную цель своего участия в битве, и покинул поле боя. А сокровища мастера Юаня Ао, пережившие взрыв, разлетелись по космосу. Началась новая гонка, уже за истинные сокровища. Именно тогда взгляд Ло Фэна остановился на чаше огненного песка. Это было мощное истинное сокровище типа домена, идеально подходящее для усиления его Золотого царства. Если объединить чашу огненного песка, Золотое царство и технику «Я Вселенная», его сила возрастет на совершенно новый уровень. Поэтому Ло Фэн без колебаний бросился к сокровищу. Но почти одновременно в том же направлении рванул и мастер Небесного Волка. Они летели навстречу чаше огненного песка на предельной скорости, одновременно пытаясь подчинить сокровище своей силой издалека. Владения Небесного Волка были сильнее, а домен предка мечты снова окутал пространство радужным сиянием. Однако на этот раз Ло Фэн уже не собирался уступать. После предыдущего поражения он окончательно понял одну вещь. Если продолжит отступать, то навсегда останется в глазах других лишь молодым мастером, которого можно подавить силой древних сокровищ. Но теперь все изменилось. Он больше не был тем слабым Ло Фэном, который когда-то едва выживал перед мастерами Вселенной. У него были Звездная башня, Золотое царство, техника «Я Вселенная» и опыт битвы с мастером Юаня Ао. Самое главное, теперь он действительно поверил в собственную силу. Когда расстояние между ними сократилось, взгляд Ло Фэна стал холодным. «Я Вселенная». В одно мгновение
все вокруг исчезло. Пространство погрузилось во тьму, а бесконечные хаотические потоки воздуха накрыли окружающий космос. Огромная миниатюрная вселенная диаметром в десятки миллионов километров полностью изолировала эту область от внешнего мира. Теперь внутри нее оставались только двое — Ло Фэн и Мастер Небесного Волка. Небесный Волк сразу почувствовал опасность. Он прекрасно знал, насколько разрушительна техника Ло Фэна, но все же не верил, что молодой мастер способен подавить его. «Ты хочешь сразиться со мной один на один?» — рассмеялся он. «Тогда я покажу тебе истинную силу домена предка мечты». Разноцветный мир иллюзий взорвался во все стороны и ударил по границам миниатюрной вселенной. Радужные потоки энергии пытались разорвать хаотический мир Ло Фэна изнутри, но Ло Фэн лишь усмехнулся. Следом за миниатюрной вселенной вспыхнуло Золотое Царство. Бесконечная золотая река хлынула во все стороны, накрывая пространство подобно океану. Потоки золотой энергии сталкивались с радужным доменом демонов, постепенно начиная теснить его назад. Именно в этот момент Мастер Небесного Волка впервые почувствовал настоящий шок. Его домен предка мечты отступал. Это было высшее, истинное сокровище демона предка мечты, одно из сильнейших владений во всей вселенной. Но теперь золотые волны Ло Фэна медленно сжимали его, словно гигантская клетка. «Невозможно!» — взревел Небесный Волк. Он попытался прорваться наружу, усиливая давление домена предка мечты до предела. Радужный мир начал яростно расширяться, но Золотая река продолжала давить на него со всех сторон. Причина была проста. По отдельности Золотое Царство уступало домену предка мечты, но вместе с миниатюрной вселенной и рекой 9 тигров сила Ло Фэна уже превосходила владение Небесного Волка. Впервые древний мастер демонов оказался полностью подавлен молодым гением человечества. Золотая река окончательно сомкнулась вокруг Дворца Небесного Волка, запечатывая его внутри, словно в огромном золотом коконе. Пространство вокруг демона дрожало под давлением сразу 3 техник Ло Фэна. Но сам Ло Фэн прекрасно понимал, времени у него почти нет. Техника «Я Вселенная» пожирала огромное количество божественной силы. Даже с поддержкой золоторогого зверя он не мог поддерживать ее долго. Если бой затянется, он сам окажется истощен. Поэтому Ло Фэн не стал пытаться убить Небесного Волка. Его настоящей целью была чаша огненного песка. В тот же миг рядом с ним появилось тело Моши. Призрачные силуэты вспыхнули внутри Золотой реки. Тело Моши начало перемещаться с ужасающей скоростью, телепортируясь сотни раз за секунду. Пока Небесный Волк пытался вырваться из ловушки, Ло Фэн уже мчался к сокровищу. Через несколько мгновений тело Моши достигло чаши огненного песка. Прозрачная чаша, наполненная огненным песком, вспыхнула алым светом, после чего мгновенно исчезла в мировом кольце Ло Фэна. Он успел. Когда Небесный Волк наконец прорвался сквозь золотые волны, было уже поздно. Миниатюрная вселенная начала рассеиваться, а хаотическое пространство исчезло. Ло Фэн спокойно парил в космосе, держа сокровище у себя. Именно тогда прозвучали слова, которые окончательно унизили Мастера Небесного Волка. Ло Фэн холодно посмотрел на него и усмехнулся. «Без домена предка мечты ты бы давно спрятался внутри своего дворца и даже не осмелился сражаться со мной один на один». Для гордого мастера демонов это стало настоящим ударом. В прошлом именно он смотрел на Ло Фэна как на слабого новичка. Но теперь все перевернулось. Молодой гений человечества не только подавил его владение, но и отобрал сокровище прямо у него перед глазами. Небесный Волк мог лишь бессильно наблюдать, как Ло Фэн уходит победителем. К концу охоты почти все силы получили свою выгоду после гибели мастера Юаня Ао. Однако одним из главных победителей оказался именно Ло Фэн. Он не только добыл фрагменты диаграммы вытягивания следов, но и получил чашу огненного песка, невероятно редкое, истинное сокровище типа домена.
Даже мастер Ледяной горы был поражен тем, насколько быстро вырос Ло Фэн. Его арсенал уже превосходил сокровища многих древних мастеров Вселенной. После завершения битвы они покинули секретный регион Юань-Ао и вернулись на территорию человечества. Но для самого Ло Фэна все произошедшее стало лишь началом. Победа над мастером Небесного Волка показала всей Вселенной одну важную вещь. Ло Фэн больше не был просто талантливым гением. Теперь он стал настоящим мастером, способным подавлять древних существ и менять исход космических войн.